Привет, друзья! Вы смотрите канал «Анапчане». С вами Максим Грушко. Сегодня в Анапе 24 июня 2020 года. Я иду по Параллее в Витязево в сторону великолепного Витязевского пляжа. Приглашаю вас сегодня прогуляться вместе со мной по этим замечательным витязевским песчаным пляжам от Параллеи до уровня выхода на пляж с улицы Светлой. Пойдемте. Сейчас в Витязево второй час дня, температура воздуха около плюс 30 градусов. Сегодня на курорте Анапа с самого утра преимущественно облачно, пасмурно, с редкими прояснениями. И вот во второй половине дня облачность уже постепенно прореживается. И иногда даже просвечивает солнышко своими жаркими летними лучами. В прошлый раз я прогуливался по Параллее 10 дней тому назад, это было 14 июня, и по сравнению с предыдущим разом очень большая разница. Если тогда Параллея еще была почти в спящем состоянии, то сейчас вполне очень даже курортный вид у этого знаменитого на весь курорт бульвара. Посмотрите, вот почти все точки открылись. Огромный ассортимент летних пляжных курортных товаров. Есть, конечно, некоторые кафе, которые еще на стадии открытия, подготовки, некоторые магазинчики, но, как видите, подготовка идет активно, и я полагаю, что к 1 июля уже здесь, наверное, все будет работать. Ну что, посмотрим сейчас, много ли сегодня, 24 июня 2020 года, людей на основных пляжах Витязева. Посмотрите, какой простор пляжный, какое раздолье. И здесь уже летние кафе постепенно начали открываться. Инфраструктура постепенно начинает работать. Кстати, друзья, мы продолжаем с вами собирать на новый стабилизатор для прямых трансляций. И сообщаю вам, что за 2 дня нам удалось с вами собрать ровно 3000 рублей. Осталось собрать 7000 рублей. Я благодарен всем тем, кто уже поддержал наш канал финансово, перечислил деньги на стабилизатор. И я уверен, что к самому началу июля мы соберем уже нужную сумму
10 тысяч рублей на стабилизатор. И будем уже с прямыми трансляциями ходить, беседовать приятными летними анапскими вечерами курортными. Кто хочет еще поддержать, кто заинтересован в прямых трансляциях на нашем канале, ссылка на Яндекс.Кошелек есть в описании к этому видео и также в первом сообщении, прикрепленном к этому видео. На Яндекс.Кошелек можно перечислить с любой карты банковской. Это можно сделать очень просто. Так что прошу поддержать. Соберем деньги на стабилизатор и будем наслаждаться великолепными курортными беседами. Ну а на Витязевском пляже сегодня достаточно много людей. Даже, я бы сказал, неожиданно много людей. Сейчас такая полупрозрачная облачность, душновато. Видимо, относительно влажность воздуха сейчас высоковатая. И ветерка почти нет. Дует легкий такой, еле уловимый ветерок, слегка прохладный. Ну, прямо-таки вообще. Такая идиллия. Катамараны уже, судя по всему, выдаются на прокат. И на море сегодня почти полный штиль. Я смотрю, легкий, еле уловимый прибой. Сейчас подойдем, посмотрим, насколько теплая и чистая водичка сегодня в море возле берега. Ну, красиво. Однако обращаю внимание, то, что вот здесь вот уже, видите, водоросли зеленые по дну немного стелются. Не на всем протяжении, но уже потихоньку водоросли начали появляться. Пока что они особо не мешают заходу и выходу из моря. Водичка по сравнению с температурой воздуха такая освежающая, градусов 23. Ну, достаточно комфортная, по моему мнению, для купания. И вот я смотрю вдаль, и вдоль самой кромки воды много людей, и там на километр, на два, наверное, вот все люди, они отдыхают на пляже, проводят замечательное время на морском пляжном отдыхе. То, что мы видели сейчас с вами на Паралии, и то, что мы видим сейчас с вами на пляже, я думаю, это явный знак тому, что если кто еще сомневается, ехать сейчас или не ехать в Витязево, то, наверное, уже как раз-таки настала пора ехать. Сейчас зайдем за другую сторону морского причала. По поводу открытия гостевых домов частного сектора, мини-гостиниц частных, то есть самого такого доступного варианта по цене для летнего размещения в Анапе на отдыхе. Все постепенно открываются, некоторые уже открылись, некоторые еще на стадии открытия, собираются открыться к 1 июля. Если вас интересует более подробная информация, кто когда открывается, если вы подыскиваете себе подходящий вариант разместиться в Анапе за сходные деньги, не переплачивая за лечение
не переплачивая за трехразовое питание, которое включает в стоимость санатории, например, то заходите на сайт Анапа Курорт Инфо, ссылка есть в описании. Я думаю, вы себе сможете подобрать подходящий вариант. Я являюсь администратором этого сайта и лично бывал на большинстве объектов размещения, которые на этом сайте представлены. Так что, если что, можете потом задавать мне вопросы в комментариях, если вас интересует какой-то конкретный объект. Я надеюсь, вам смогу что-нибудь подсказать по этому поводу. Ну, вообще, меня такие картины, меня такие виды радуют. Лето на таких великолепных песчаных пляжах, какими обладает курорт Анапа, оно как раз-таки рассчитано для того, чтобы люди приезжали и наслаждались летним отдыхом. Мне кажется, это однозначно и наглядно понятно. Сейчас мы находимся примерно в 11-12 километрах от центра курорта Анапа, от, собственно, города Анапа. И я смотрю, там в небе над Анапой такие красивые многоярусные облачка. Загляденье. Сегодня в Витязево такая погода, которая позволяет даже в пик солнечной активности эффективно проводить время на пляже. Палящие солнечные лучи загорожены облачками, облачностью. И поэтому можно не опасаться за то, что под ними перегреешься. Но одновременно водичка теплая, достаточно жарко, как я уже сказал, душновато. И смотрите, все вот эти просторные витязевские пляжи ждут людей, ждут гостей, ждут отдыхающих. Море готово встретить всех людей в гости и одарить этим своим особым морским блаженством. Вот сейчас мы идем по участку пляжа, который находится между выходами с Параллеи и с улицы Светлой. И смотрите, какой малолюдный здесь пляж. Вот там аквапарк Олимпия. Много водных аттракционов здесь пока что еще не работают. Уж не знаю, какая причина. Наверное, тоже не работает из-за того, что пока что еще мало людей. Может, к вечеру начнут работать, потому что, как бы, с одной стороны, катамараны, например, подготовлены к выдаче. Гидроциклов пока не видно. Ну вот здесь, как видим, тенты еще не установлены, просто металлические основы. И я думаю, что как раз-таки подготовят, наверное, к 1 июля все-таки. Не спешат, не торопятся. Пока что спрос небольшой, как видите. Людей сегодня достаточно много для июня этого года в Витязево. Порыв ветра понес пляжный зонтик. Пару минут назад я слышал отдаленные раскаты грома, и вот
когда мы с вами зашли на пляж, было здесь почти безветренно. И вот сейчас поднялся ветер. Это значит, что рядом идет перемещение дождевых масс в тучах. Вот знаете, если резко поднимается ветер и ходят вокруг тучи, то значит, возможно, что скоро в том месте, где вы находитесь, в Анапе, может пойти дождь. Но вот что касается сегодняшнего случая, ветер-то поднялся, но пока что особых туч я не вижу. Ну и, конечно же, мы с вами знаем, кто хоть раз бывал в Витязево в прошлые года, в июне, кто хоть раз хотя бы смотрел репортажи на нашем канале из Витязева за прошлые года, те люди знают, сколько людей может быть уже, например, 24 июня в Витязево. Хотя даже в пик количество людей на пляже Витязева в прошлые года, все равно людям не удавалось занять лежаками, покрывальцами, разнообразными подстилками всю территорию великолепного, просторного Витязевского пляжа. Там я вижу, на дюнах даже песок начал мести. Интересное явление. Я не часто на пляже застаю именно вот такие явления, как резкие смены силы ветра. Ну вот, обратите внимание, инфраструктура некоторых огороженных пляжей по-прежнему в процессе подготовки. Но подготавливается. Опять же, я думаю, что к 1 июля ситуация здесь будет уже такая, что вся эта инфраструктура будет, скорее всего, в полной готовности. Ну, а пока что нет громких источников музыки, громких источников голосовой рекламы. Можно вот так вот наслаждаться спокойным и благоприятным, и даже, наверное, благотворным отдыхом на пляже. Не холодно, не жарко, теплая и, по большей части, чистая водичка в море. Ветер на пляже еще усилился. Минут 8 назад на пляже было почти безветренно. Смотрите, что творится сейчас. Люди стали спешно собирать свои подстилки, полотенца. Смотрите, как они реют на ветру. Все это теперь уже не держится просто на песке. Даже, смотрите, голуби с трудом летят по направлению к морю. И ветер сейчас, наверное, больше 10 метров в секунду. И на пляже стало очень даже сильно прохладно. И даже, смотрите, поднялось волнение на море. Вот заходили же мы с вами на пляж. Спокойное было море. Смотрите, как резко меняется картина. Еще смотрите, как метет песок. Как начал мести песок по пляжу. Вот так вот. Меньше чем за 10 минут сила ветра с 2 метров в секунду где-то увеличилась метров до 15 в секунду.
Вот такие вот перемены в погоде. И многие люди стали собираться и уходить с пляжа. Вот мы с вами уже дошли до уровня выхода на пляж со стороны улицы Светлой. Вот он там. И дальше идут еще более безлюдные пляжи. Еще обратил внимание на одно явление. Поверхность моря начала покрываться белыми барашками волн. Вот куда достает взгляд, повсюду видны эти барашки, особенно вот на уровне горизонта они отчетливо видны. И вот там вот в районе комплекса лагерей для отдыха «Жемчужина России» просвечивает солнышко, на дюны засвечивает, видите? Вот это я вовремя вышел сегодня проветриться на пляж Витязева. С утра была духота, жара, около плюс 30 градусов. И вот посмотрите, во что это вылилось. Прямо на наших с вами глазах море из штиля перешло в шторм. Сейчас ветер, по моим ощущениям, примерно 15-20 метров в секунду. Я, пожалуй, бы уже в такое море бы купаться не пошел. Потому что кто его знает, ветер может еще усилиться. И, возможно, в такую погоду повышенная опасность возникновения тягунов в море. Так что имейте в виду, если погода резко меняется, если резко усиливается ветер, в море не идите, лучше уходите с пляжа. Но зато такой сильный ветер начал активно разгонять облачность. И вот даже начало выглядывать солнышко сквозь облака, сквозь просветы.
Я специально вернулся к причалу. И посмотрите, как 20 минут спустя уменьшилось количество людей на этом участке пляжа. Можете перемотать на начало видео и сравнить пляж 20 минут назад и сейчас пляж. Смотрите, какая разница. Называется, людей как ветром сдуло. Теперь мы с вами знаем, что это значит. Ну вот, конечно, остались некоторые люди на пляже, но загорающих, смотрите, единицы. Единицы купающихся, единицы загорающих. И все. Пойдемте еще посмотрим. За причал зайдем. С той стороны 20 минут назад было много людей. Вот смотрите, завихрения песчаные. Буря это, буран, называйте как хотите. Но то, что это происходит, это факт. И вот еще хочу показать. Смотрите, как сильно разбиваются волны шторма об конструкции причала. Вот так вот. 20 минут назад было полное спокойствие, полное. Как изменилась ситуация. Еще песок начинает скрипеть на зубах. И метет, в глаза заметает. Фу. Ну и люди продолжают уходить в спешном порядке с пляжа. Я думаю, что за 20 минут уже почти все ушли. Сейчас мы с вами испытаем шок. Какая разница в количестве людей. Смотрите, 20 минут разница. Полно было людей на этом участке пляжа. А теперь смотрите, остались отдыхать единицы. Пляж опустел. Сейчас загорать, просто спокойно отдыхать, на пляже лежать невозможно, потому что как только ляжешь, сразу наметет песка в лицо, в уши. Будет песок скрипеть на зубах, как у меня сейчас. В общем, ребята, жесть. Ветер 15-20 метров в секунду. Вот люди на мелководье, в штормовых волнах плещутся. Никто на глубину не заходит. Все понимают, насколько это рискованно. И вот песок не метет только возле самой кромки воды, чем люди и пользуются. Видите, не на пляже лежат, который опустел, а прямо вот на самом-самом мелководье. И по пляжу, по опустевшему пляжу Витязева метет песок. Волны песка струятся по пляжу. Вот, кстати, именно таким образом, во время таких ветров, песок покидает границы пляжей. И как раз-таки дюны, песчаные дюны, его останавливают и не дают ему дальше устремляться в поселок, не дают ему дальше устремляться за пределы пляжа. И если дюны уничтожать, то песок будет постепенно с песчаных пляжей курорта Анапа выметаться из года в год. Как в сторону населенных пунктов, так и в сторону моря. То есть песок будет под воздействием открытых ветров, открытых пространств, он не будет больше накапливаться в дюнах, если дюны убрать. Именно поэтому важно сохранять дюны. Это одна из основных причин, почему дюны нужно сохранить. От этого зависит
само существование песчаных пляжей курорта Анапа. Вот, друзья, такая вот необычная, резкая перемена погоды поджидала нас сегодня на Витязевском пляже. Такое для Анапы нетипично, но, как видите, иногда бывает. Поделитесь этим видео с друзьями, родственниками и знакомыми. Покажите, удивите их, как может резко меняться погода на пляжах курорта Анапа. Также ставьте лайки этому видео, пишите ваши комментарии, делитесь этим видео в социальных сетях с вашими родственниками и друзьями. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. Будем гулять по Анапе вместе. Желаю вам успехов во всех ваших добрых делах. Желаю вам придерживаться здорового образа жизни. С вами был Максим Грушко. До новых встреч из летней, курортной, солнечной Анапы. Пока!